Всем привет! Вы на канале Творческий процесс. И сегодня я вас научу технике, в которой можно декорировать все, что угодно, в том числе стены своей собственной квартиры. Мне давно просили показать и рассказать, как я это делаю. И сегодня, наконец, настало время, когда я вам покажу. Это очень-очень просто и, к тому же, очень бюджетно. В одном из предыдущих видео я показывала, как в технике ботанический барельеф я декорировала этаж нашего подъезда рядом со своей квартирой. Это такая увлекательная техника, что остановиться невозможно. И поэтому я в ней делала и картины, и часы, и вот такие стеновые панели, которыми и декорировала подъезд, стены подъезда. Но некоторые внимательные зрители обнаружили, что вот эти вот дверцы щитка, за которыми прячутся электросчетчики, сделаны совершенно в другой технике. И это действительно так. И я обещала рассказать, как я это делала. Это очень-очень просто, и декорировать в этой технике можно любые поверхности, в том числе не только прямые, но и, например, я декорировала, покажу вам на примере того, как я декорировала горшки. Из обычного пластикового белого некрасивого горшка я сделала вот такой вот симпатичный горшок и посадила в него лимон. На моем канале «Творческий процесс» можно увидеть, как я делаю изделия в разных техниках. Я занимаюсь в основном стеклом и также люблю рисовать, занимаюсь масляной живописью. Но у меня есть на моем канале и другие интересные плейлисты. Например, плейлист «Ландшафтный дизайн» и плейлист «Натуральные камни и минералы». Ну и другие интересные плейлисты. А также у меня есть телеграм-канал, который также называется, как и этот канал, «Творческий процесс». Подписывайтесь также на мой телеграм-канал. Ну, а я приступаю к декорированию горшка. Для начала покрываю его первым слоем, и это слой клея ПВА. Я купила большую банку самого дешевого клея ПВА. Клей ПВА бывает разный, очень разный. Но это самый дешевый клей ПВА. И я его использую для того, чтобы сделать грунт, на который потом и буду наносить первый слой. Вместо клея ПВА можно использовать настоящий грунт. И такой у меня тоже дома есть, и я вам его покажу. Следующий слой – это слой шпаклевки. Обычная шпаклевка, финишная шпаклевка, которая продается в любом хозяйственном или строительном магазине. Я просто развожу ее водой до сметанообразной массы, до такой массы, которую потом можно наносить кисточкой. Размешиваем так, чтобы не было комочков, как обычно это мы делаем, например, с блинным тестом. И затем наносим ровным слоем на засохший клей ПВА. Каждый слой, конечно же, должен просохнуть, но это происходит довольно быстро. Я буду декорировать два горшка. Один я горшок буду делать вот из этого страшненького, настоящего горшка с поддоном, а другой из вот этого ведерка пластикового. От него надо отрезать ручки, и тоже потом из него получится горшок. На дно обязательно нужно будет насыпать керамзит для того, чтобы был дренаж. Точно так же покрываю его клеем ПВА. Но в этот замес для этого ведерка я использую ту же самую шпаклевку, но развела ее уже не водой, а вот этим самым клеем ПВА. Посмотрим, как будет вести себя такая масса. Я думаю, что она будет более плотная и более пластичная. Обычная шпаклевка, разведенная водой, она довольно хрупкая, а мне здесь хочется заделать вот эти вот выемки и те места, где прикреплялись ручки, поэтому я хочу, чтобы шпаклевка была более плотная. Я экспериментирую, а вы посмотрите результат моих экспериментов и можете пользоваться уже этим результатом. Любую поверхность, получившуюся в результате шпаклевания, нужно зачистить. Я беру наждачную бумагу довольно крупным зерном, или как ее называют, шкурка, и зачищаю, делаю поверхность как можно более ровной. Вот это важно. Это действительно важно. Не важно, чем разбавлять шпаклевку, но важно сделать ровную поверхность. И это одно из непременных требований. И дальше я использую трафареты. Как видите, этот трафарет я уже использовала, он был у меня. И что у меня получилось в результате этого использования, я вам покажу. Трафарет важно закрепить на этой выровненной поверхности скотчем, так, чтобы не оставалось никаких пузырьков, и он прилегал плотно к этой поверхности. Для этого поверхность и нужна ровная, чтобы трафарет лег плотно. Вот этот малярный скотч, он на шпаклевку не цепляется, отлипает, и поэтому ее тоже нужно покрыть грунтом. Вот такой грунт у меня есть адгезионный, который я использовала для покраски мебели. Но если у вас нет его, то можно использовать все тот же клей ПВА,
Красить я потом буду акриловой краской, а акриловая краска ложится буквально на любую поверхность. Это очень и очень удобная для декоративных работ краска. И теперь на высохшую, а все это и клей, и грунт, они сохнут очень быстро. Прикрепляем, уже крепится любой скотч. Ну, можно, вот у меня просто малярный был. Я думаю, что обычный скотч, он будет крепиться и к шпаклевке без всякого грунта. Теперь важно закрепить трафарет так, чтобы не оставалось пузыриков, и он действительно очень плотно прилегал к поверхности. Иначе наша краска, шпаклевка, которую мы сейчас будем наносить, будет проникать туда, и будут оставаться разводы, не будет четкого рисунка. Точно так же тоже относится, если вы наносите через трафарет краску. Этой краски не должно быть слишком много. Я обычно наношу губкой краску через трафарет, и нужно следить за тем, чтобы краски не было слишком много. Иначе краска будет затекать под трафарет, и не будет четкого рисунка. А нам нужен четкий красивый рисунок. Разбавляем всю ту же самую шпаклевку водой. Нужна густая масса, и тогда у нас будет четкий рисунок. Добиваемся густой массы, и наносить ее можно буквально чем угодно. Вот у меня есть такой инструмент для затирки швов мозаики, я, например, использую. Есть у меня мастихины для масляной живописи. Я использую, смешиваю ими краски. Это очень удобный инструмент, но можно и ложкой или надеть перчатку на руку и при помощи своих собственных пальцев нанести эту самую шпаклевку. Я тоже так часто делаю. Просто не хочу никого пугать тем, что я делаю все. Я очень люблю руками все делать, и пальцев мне своих не жалко, поэтому частенько я наношу шпаклевку, где мне это нужно, просто буквально руками. Кто руки жалеет, наденьте перчатки, и не нужно никаких специальных инструментов. Хотя можно использовать, наверное, просто ножик кухонный какой-нибудь и нанести этим ножиком шпаклевку. Не обязательно давать такой густой шпаклевке подсыхать. Удаляем в скотч, и вот что у нас получилось. После этого трафарет нужно вымыть, высушить и прикрепить на следующее место. На каждом из ведерок я буду наносить этот объемный рисунок 4 раза. 4 больших у меня будет вот таких трафарета и 4 маленьких. Делаем это аккуратненько, не торопимся и следим за тем, чтобы масса была густая и ложилась ровненьким слоем. После этого, конечно, всему этому нужно дать опять подсохнуть. Сохнет эта шпаклевка довольно быстро. Буквально за пару часов она подсохнет, можно оставить на следующий день. После чего нужно взять шкурку, уже более мелкую, и зачистить неровности. Делать это уже нужно аккуратненько, так, чтобы не повредить весь рисунок. Можно надеть маску защитную, чтобы пыль не попадала в нос и в глаза. Оба горшка зачищаю шкуркой, и после этого можно наносить краску. У меня много разной, достаточно акриловой краски. Постараюсь сделать каждый горшок немножко в разном стиле. Некоторые любят наносить первый слой черной краской. Черный – это точно не мой вариант. У меня будет коричневая, темная, но коричневая, разных оттенков. И будем добавлять туда еще и какие-нибудь другие, оранжевую, бордовую. Такой уже веселый получается горшок. Похоже на керамику, правда? Терракот. При помощи белой краски сделаем застаренность, как будто там плесень какая-то. А при помощи золотой краски мы придадим окончательный вид, так, чтобы рисунок светился, был ярким, и это придаст богатство палитре. Золотая краска тоже у меня разных оттенков есть, можно использовать разную. Но это самая любимая часть работы для меня. Очень люблю что-нибудь раскрашивать, с удовольствием пользуюсь разными цветами. И всем советую. По-моему, это очень увлекательно и творчество для релаксации, для настроения. Акриловая краска хороша тем, что она разбавляется водой, смешивается прекрасно друг с другом, дает разные оттенки. Но после того, как она высыхает, то ее уже трудно чем-либо очистить, и поэтому она очень и очень хороша в декоративных целях. Но сверху можно покрыть также для прочности акриловым лаком. Золотой краской, чуть-чуть прикасаясь, наношу последний слой. На самом деле, самый последний слой – это будет слой лака. Лак бывает глянцевый и матовый. Используйте тот, который вам больше нравится. Вот такой получился у меня горшок.
Ну, а это дверь не в центр йоги, а просто дверь, ведущая к мусоропроводу. И при помощи трафаретной живописи я так сделала дверь. Она была страшная, оклеенная страшной пленкой, с белыми плинтусами, но я сделала из нее вот такую вот дверь. Очень горжусь своей дверью. А ручку, кстати говоря, я потом тоже покрашу. Этот горшок будет немножко другой. Не должны же быть горшки одинаковые. Пусть будут разные горшки. Немножко в другой гамме. И в этот горшок, конечно, я на дно насыплю керамзит, затем грунт и посажу семечко манго. Посмотрим, что из этого вырастет. Точно так же я делала вот эти вот дверцы для электросчетчиков. Но взяла в качестве трафарета листья разного размера, листья папоротника. И потом все это покрасила. А вокруг листьев папоротника я нанесла краску. Ну, сначала я покрасила все щитки в такой вот серый цвет с серебристым оттенком. Потом покрасила листья папоротника. И потом сверху еще при помощи зубной щетки сделала вот эти вот плевки, мазки, не знаю, как назвать, кляксы. Вот, разного цвета. Вот такой получился у меня этот щиток. Ну, а эта дверь, как я обещала, показать с покрашенной ручкой. Ручку покрасила просто баллончиком. Если вам понравился мой мастер-класс, то подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, что на моем канале есть другие интересные плейлисты, где можно узнать много интересного о ландшафтном дизайне, и о натуральных камнях и минералах. И не забывайте также, что у меня есть телеграм-канал, который точно так же называется «Творческий процесс». Всем творческих успехов и до новых встреч на моем канале!